Киевский зоопарк издалека. Добрый день. Сегодня 11 июня. Время 20 минут 4. Я нахожусь рядом с зоопарком. Киевским зоопарком. Вот такой здоровенный жираф. Очереди у кассы нет. Так что иду к кассе и берем билеты. На входе вот такой бегемотик благотворительный. Сюда бросают денежку. Люди есть, но не так, чтобы уж много, но есть. Вот такой большой огороженный, скажем так, вольер на воздухе. Кто там находится? Пока никого не видно. А вот большой пруд, где плавает много пеликанов. И загорают на солнышке. Я перелез через веревочку, поближе подойти. Вот сколько их около забора. Плывет красавец, расправил крылья. Вот пеликаны, которые расположились около забора. Какие огромные клювы у них. Да, много рыбы могут взять в такой клюв. А это вид на пруд с пеликанами с мостика. По другую сторону мостика вот такой каскад. Вода течет в более нижний пруд, и там плавает рыба.
А вот в той беседке стоят люди и кормят рыбок. Там очень много рыбок. И утки появились. Вот полянка с кустами сирени. Но сирень уже отцветает. Вот подошел к загону, где находятся такие животные альпака. Вот такие они. А это бизоны. Огромные. Идет к нам здоровый бизон. Бизоны такие красивые. Что-то хочет сказать. Мама, мы ее сфоткаем. Мама. Идем. Классно. А вдали еще больше бизон. В этом вольере находятся фазаны или фазаны, как правильнее. Курочки такие бегают. Вот это уже большой. А вот такой пестрый. Вон тут и воробьи к ним прилетели в гости. Голуби даже видел. А это розовые фламинго. Они не совсем розовые, как бы. Частично только.
плещутся в воде, пьют из этих струек, фонтанчиков. Какой здоровенный фазан. Вот там стоит два маленьких зубренка. Плохо видно. Вышел из-за мамаши один. Вот совсем близко подошел зубренок с маленькими-маленькими рожками. Почесаться захотел. Вот фламинго вышли на берег здесь. А в этом вольере тоже зубры, но европейские. А в первом вольере были зубры американские. Похоже, европейские покрупнее, чем американские. Вот такой большой вольер открытый у европейских зубров. А это будиночек для комах, дом для насекомых. Интересно сделан. Вдалеке видны лошади Пржевальского. Вот я их немножко приблизил. Что-то они сбились в кучу, свой табун, и неподвижно стоят, греются на солнышке. А это насуха обыкновенная. Интересный зверек с полосатым хвостом. Ого, сколько Две штуки. Ну и тут раздолье лазить всюду. А здесь находятся двугорбые верблюды. Вот они вдалеке. 3 штуки. Лохматые такие.
О, верблюд. Повернулся, задрал лапу и даже хотел. А в этом вольере за стеклом находятся медведи. Вон один вдалеке. Мама! Пошли, я хочу на воды. Тут ничего. Все попрятались. Верблюд. Это такой вольер для медведей. Но все медведи в том углу. Вот у них такой каскад, такой водопадик, и не один. О! А что? А кто? А кто? А сами медведи в том углу. Вот идет медведь черный. Ну, какой? Да, у них тут целая речка, красота у них. А вон там вдалеке еще один медведь. Вот ходит черный медведь. Ухо, он что-то. Плохо видно его. Вот такой интересный фонтан. Фонтанчик, правда, небольшой с того бока. И фигуры из сказки. Вот старый шарманщик со своей шарманкой. Если кто помнит, как его звали, напишите. Я что-то забыл. А это Буратино с золотым ключиком на черепахе тортили. Елена пошла. Милина. Это, если я помню, Дуримар с очком. А это пудель Артемон тянет за бороду Карабаса, Барабаса. Он какой он, Артемон. Дуримар с очком и с таким носом. А вот фонтанчик небольшой. Ну а это Мальвина. Очень интересный фонтанчик. Это вот такие интересные енотики с мороженым. А вот это такой калау волнистый. Он живет 35-40 лет и вес 2-4 килограмма. Идем посмотрим. Вот они там летают.
А нет. А это калау папуанский. Живет 40-45 лет, 1-2 килограмма. Сейчас посмотрим. Вон такие здоровенные. Калау папуа. Вот он такой огромный, калау волнистый. Ближе мы подошли, ближе это. Сидит, похоже, в одиночестве, только воробьи к нему залетают в гости. Воробьев тут полно, так и чирикают. А здесь находится павлин обыкновенный и павлин белый. Сейчас посмотрим. Это голуби у них кормятся. Наглые такие. И не боятся павлина. Едят из одной кормушки. Даже отпихивают друг друга голуби. Дерутся за еду.